Обалденно. Ребята, вы посмотрите. Какой красавчик. Великолепнейший пляж. О! Видели? Видели, какая была поклевка? Всем здорово. Очередное включение. Лечу на рыбалку из Пхукета. Как обычно, здесь отличная погода. Вот. Но сегодня немного есть облачков, вот, поэтому самая, так сказать, подходящая погода для того, чтобы на маленькой лодочке вот, выйти в море вот, и в камнях попробовать половить рыбку. В предыдущем видео я показывал снорклинг, вот, куча просто рыбы. Вот. Ну, я, соответственно, просто не могу удержаться, и надо попробовать ее изловить. Честное слово, не знаю, на что будет клевать, вот, потому что именно таких видов рыб я не ловил. Но я там взял разные приманки, готовые оснастки и так далее. Вот, сейчас все будем пробовать. Смотрите дальше. Пока иду до пляжа, заодно покажу вам, на что сегодня буду рыбачить. Вот, у меня по морским меркам ультралайтовое удилище TES-1038. Такая джиговая фастовая палка. Я думаю, если поклевки будут морской рыбы, просто будет в локоть пробивать, звенеть. Вообще обалденно. Небольшая 3000-я катушечка, но опять-таки она по морским меркам небольшая. Ну и плетеночка, 8-жилка, где-то 0,12. Вот. На такую снасть сегодня буду пробовать ловить и мелких, и рыбешек покрупнее. Вот. Заодно покажу вам дорогу к пляжу. Все как обычно обалденно. Красота. Там кокосы, здесь массажи. Тут какую-нибудь жарежку можно заказать, гамбургеры и жареную рыбу. В общем, все обалденно. Решил вам показать, в какой рюкзак у меня влазит лодка, наживка, приманки, весла, всякие лип-гриппы, пассатижи и так далее. Смотрите, этот рюкзак где-то 35 литров, вот, и в него влазит моя лодочка. Давайте будем распаковываться. Пока собираю лодку, угадайте, зачем мне нужен вот такой вот мешочек. Без него я бы, скорее всего, сегодня не смог нормально рыбачить. Вначале накачиваем задний баллон, потому что в случае, если мы носом налетим на какие-то острые камни и так далее, задний баллон останется в накачанном состоянии, вот, так как весь вес получается в основном на заднем баллоне. Таким образом я смогу доплыть до берега. Так, вторым этапом накачиваем нос Покрафта. Далее накачиваем сидушечку, так, чтобы звенело и было удобно. Теперь собираем весло. И у меня есть дополнительная комплектация по крафте. Это вот такой вот фиксатор весла. Вот так вот он фиксируется. Ребята, это очень удобно. Сюда же можно класть спиннинг при переноске. Догадались, для чего мне нужен вот такой вот мешок? Да, он нужен для того, чтобы сделать якорь. Вот у меня есть вот такая вот бобина, да. Здесь веревка, леска. Ну, не важно, что вы намотаете. Главное, чтобы было довольно-таки прочно, чтобы поднять там 4-5 килограмм мокрого песка со дна. То есть я сейчас насыплю сюда вот песок. Дальше зацеплю вот таким вот образом мешочек за веревку моего якоря, да. И в случае, даже если якорь попадет у меня между камней, да, я смогу подергать за веревку, камни прорежут вот этот вот мешок, вот, потому что он такого из довольно-таки нежного материала. Вот, весь песок оттуда выйдет, ну, по крайней мере, какая-то часть. Он уменьшится в объеме, и я смогу его протащить через камни вот, наверх. Таким образом сохраню, так сказать, экологическую обстановку в месте ловли. Вот такой вот лайфхак. Если сильного ветра нет, то много песка не нужно. Вот так вот, несколько вот таких вот жменей подбрасываете. Вот. В целом, для того, чтобы его придерживать, вот так вот 4 где-то килограмма песка достаточно. Потом плюс еще вода. Вот. Веса прибавится, вытаскивать будет неудобно. Особенно, если вы рыбу ищете. Очень тяжелый якорь точно не нужен, потому что надо будет быстро переставляться. Вот. Такого вполне себе достаточно. Пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вы смотрите, сейчас вот напротив вот этих вот
красивейших скал буду рыбалить. Просто бомба. У меня есть вот такой вот эхолот. Заряжен, так сказать, по полной. Датчик. Обязательно проверяем, чтобы был герметично закручен. Опускаем в воду. И смотрим, есть ли рыба. И на какой она глубине. О, смотрите, сразу прям рыба попалась в кадр. Где-то на 1,5 метрах от лодочки есть рыбешка. Сейчас вот таким вот образом проверю. Вот, тут есть удобное место, где можно подвязаться. Можно, по идее, даже якорь не кидать. Вот. Если сейчас по этой линии где-то будет побольше рыбы, я там подвяжусь. Вот, и будем пробовать рыбачить в этом месте. Накупил я целую кучу в рыболове всяких готовых оснасток. Вот это, сказали, самая крутая, что и крупная рыба на нее клюет. Будем пробовать. Вот эта самая дорогая стоит 180 бат. Но остальные дешевле. Есть вот такая вот простенькая. Вот. Есть вот такая вот. Сколько она стоит? Вот, видите, всего 25 бат. Вообще обалденно. Вот. Есть вот такой вот вариант, он больше похож уже на черноморский. Тоже недорогой, 25 бат стоит. А тут попробуем. Вот, кстати, то, на что я ловил на Черном море, я тоже взял с собой. Сейчас я вам покажу. Вот, на Черном море вот такие вот приманочки неплохо идут. Но это в основном на ставритку. Вот. Но здесь тоже попробуем. Правда, лесочка тоненькая. Не знаю, если хорошая рыба клюнет, то вряд ли я ее достану. Вот, но будем пробовать. Непонятно, какого размера рыба будет клевать. Вот, сейчас попробуем. Ну и эхолот. Смотрите, эхолот по-прежнему пищит. Вот, все, рыба, 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 рыба. Будем надеяться, что она клюет. Все, давайте пробовать. Ребят, те, кто еще на такие оснастки вот готовые монтажи не ловил, да, покажу. То есть вы начинаете с вертлюжка, да, или с карабинчика. Вот здесь вот вертлюжок с карабинчиком. Вот, то есть берете основную леску спиннинга, цепляетесь к ней, вот, и все. А дальше просто начинаете разматывать. Оборот за оборотом. Разматываете аккуратненько, снимаете крючок, да. Потом следующий оборот. Разматываете, снимаете крючок. Ну и так до самого конца. Вот. А внизу, вот на вот этот карабинчик надо будет, видите, он уже такой помощнее, на него надо будет повесить грузик. Вот. Если ловите там на глубине 4-5 метров, да, вот как я сейчас, ну я и дальше, скорее всего, уйду, в зависимости от того, где будет рыба стоять. Вот. Соответственно, я сейчас грузик поставлю где-то 25 грамм. Ну, может, сразу 30 поставлю, для того, чтобы, когда меня сносят, чтобы не так сильно оснастку порусило. Все, этого более чем достаточно. Оснастка оказалась длинновата. Неудобно все это поднимать, забрасывать. Потому что в отвес может не клевать из-за того, что лодка пугает. Вот, надо заброску. А в заброску не получается, потому что крючков очень много. Я вот решил оставить 1, 2, 3, 4 крючка. Сейчас вот здесь вот такую вот делаю петелечку, 8-очку. Так, намочу. Лишнее отрежу, сложу, потом, если пригодится, подвяжу. Вот. Все, снасть укоротил, сейчас будет удобно. Сейчас заодно попробую в заброс и с подсадочкой. Ну, в общем-то, неудивительно, на голый крючок вот такой вот рыба клевать отказалась. Может, конечно, совсем мелко плавать, я не знаю. Вот. Но вроде блестит, прикольно. Так, ну, одним словом, рыбы внизу, которая хотела бы клюнуть вот на такой крючок с небольшим кусочком люрекса, не обнаружено. Вот. Сейчас буду пробовать с подсадочкой. Проверим, какая разница. У меня, получается, сегодня на подсадку уже вот нарезанная креветочка вареная. Вот. Я ее с вечера сварил, нарезал и заморозил. Ну, прям сразу в пакетик положил, заморозил. Обалденно. Вот. И тунец. Все то же самое, только не варил. Вот, свеженький тунец. Не удивляйтесь, что тунец. Просто здесь тунец как бы присутствует, да, у меня сейчас в турбалке осталось. Тут его не так уж прям сложно поймать, но надо единственное подальше, конечно, отходить от берега. Ну, вот. И будет вам тунцовое счастье. Ну, вот. А в прибрежной зоне вот такие сейчас кусочки попробую. Вот. Если будут крупноватые, я еще их порублю. Вот. Кого-нибудь, я думаю, да поймаем. Смотрите дальше.
Верхние крючки объели в момент. Прям один был такой ударчик неплохой. Но это был резкий удар, скорее всего, все-таки не крупная какая-то рыбка. Вот, а нижние крючки почему-то остались. Непонятно. Ну, сейчас еще раз донасажу. Вот, возможно, просто рыба в толще воды, поэтому на верхние крючки лучше клюет. Так, батарея заряжена. Еще разочек пробую. Опа! О, нормально, туда к камням. Ждем. Ребята, есть рыбешка. С подсадочкой, конечно, веселее. Так, но не крупная. Кто у нас тут? О! Да. Ну, красивая, конечно, спору нет. Вот, но, как говорится, для такой сковородка будет великовато. Вот такая рыбеха. И даже вот у такой малютки такой кусок тунца здоровый в глотку залетает. Вот. Тунца любят, смотрите, объедают. Надо это запомнить. Так, ладно, сейчас перезаряжусь. Этого товарища, естественно. Так, ну, дружище, давай-ка, все, отпускаем. И пробуем еще раз. Так, кто-то там опять подсел. Но опять какая-то мелочь. О, ребята, это не наш уровень. Опять такая же рыбеха. Блин, я тут подтаскивал приманку. Вот. Видел, что какая-то мелочь за ней ошивается. И в эхолот, наверное, тоже мелочевка всякая показывается. Возможно, придется сейчас подальше отплывать. Вот. Либо наоборот, куда-то в камни уходить. Потому что в камнях-то я крупную рыбу видел. Но она постоянно курсирует. Вот оттуда, вон туда, слева направо. И, возможно, надо просто дождаться момента, когда бабахнет рыбина покрупнее. Ну ладно, как говорится, жизнь рыбака – это одна, так сказать, надежда. Ждем. В общем, поклевки есть, но клюет, видимо, мелкая рыбеха. Вот, поэтому принял решение, что сейчас отвяжусь и пойду по ветру с плавом. Получается, от пляжа туда вот в сторону открытого моря. Вот, по идее, глубина должна увеличиваться. Может быть, попадется более крупная рыба, тоже попробую с подсадкой. Подсадка клюет вообще обалденно. То есть только закинул, там проводочку сделал, несколько оборотов такую медленную. Сразу начинает потюкивать, причем такие бывают прикольные, прям резкие такие поклевки. Вот. Но, видимо, объедает, и крупняк не успевает просто даже подойти. Вот. Так, отвязываюсь. Ну и, собственно, делать больше ничего не нужно. Дальше меня ветерком понесет. И сейчас вот от этого пляжика симпатичного я не спеша по ветру пойду в сторону вон того окончания мыса. Нужно попить водички. Угадайте, что у меня здесь? Наверное, вы думаете, что у меня тут чай? Нет, здесь холодная вода с лимоном. Такой лайфхак для жарких мест. Если хотите сохранить холодную водичку в течение дня, вот, налейте ее в термос, киньте туда несколько долек лимона, вот, и пару кусочков льда. Вот. Но лед не обязательно, вода и так будет прохладной, со льдом вообще великолепно. Вот, и все. И кайфуем. Ваше здоровье. Тудыщ. Ребята, отошел поглубже. И на эхолоте рыба показала. О, ну это, конечно, не то, что хотел я поймать здесь. Вот, но уже интересней. Смотрите, уже рыбешка становится крупнее. Уже поклевочки такие были приятные. Долбит прям, я только-только опустил. Вот, долбить прям сразу начинает. В общем, рыба есть, просто надо найти стаю, которая покрупнее. Вот, возможно, сейчас как раз с плавом у меня и получится это сделать. Вот, смотрите. Дай бог нам повезет сегодня. Ну вот таких вот, да, половить бы по килограммчику хотя бы. Было бы офигенно. Вот. На жарежку, я думаю, тоже классно хотя бы одного такого. Эх, ладно, ловлю дальше. Только взгляните, сколько рыбы. Рыба. Немножко не успел, сейчас прям стайча здоровая проходила. Зараза, а клевать не хочет. Но я не сдаюсь. Так, ребята, вот только-только сказал, что рыбу в эхолоте увидел. Надо точку запомнить. Попалась.
рыбешка. О, смотрите. А? Какой? Ну что, может, возьмем? А? Смотрите, какой красавчик. Давайте возьмем. Вот таких бы поймать несколько штучек. Я бы их на сковородочке пожарил. Ну, честное слово, очень хочется попробовать, как они на вкус. Ну, я пробовал тунца, макры, ну, таких основных. Карангсы, саргана, рыбу-дудку и так далее. А вот таких вот я никогда не ел, честное слово. Прям интересно проверить их вкусовые качества. Вот. И смотрите, на креветочку. Кстати, вареная креветочка хорошо сидит на крючке. Вот, на нее ловить в целом довольно-таки приятно. На свежую креветку невозможно, потому что очень мягкая, быстро ее сбивает. Вот. Смотрите, какой красавчик. Ну, давайте возьмем. Вот, и будет у нас сегодня еще тогда жарежка из рыбехи. Так, а я сейчас быстренько заброшу, чтобы меня не снесло с точки, потому что я пока еще не якорился, ищу места с рыбой. Так, ребята, кто-то там еще подсел. Смотрите, как колбасит кончик. Ну, это тоже мелочевка, видимо. Блин, что, сошла, что ли, опять? Да ладно. Так, начинает быть подозрительным. Ребят, поставил другую оснастку, потому что то оторвал, видимо, обсетку какую-то. Видите, крючочки жало плохо торчат, и рыба перестала нормально засекаться. Блин. Ну ладно, сейчас еще попробую разок. Если будет опять сходить, то, наверное, поменяю оснасточку. Поменял все-таки оснастку. На ту поклевки есть, но постоянные сходы, видимо, крючки очень маленькие. О. Поставил вот такие вот крюканы на толстой леске. В общем, если клюнет хорошая рыбина, я думаю, что все должно выдержать. Так, и через одну креветочку, тунчика, креветочку, тунчика. Тут еще ребята подсказали с пляжа, что рыбу кормили кукурузой и охотно жрет. Но, видимо, тут какая-то мирная рыба плавает. Ну, вот. Надо было, конечно, тоже кукурузки взять, попробовать. Но, увы, сегодня только тунец в меню и креветки. Ребята, кто-то есть? О, да. Такого нам не надо. Так, а кто это? Смотрите, как дракон выглядит прям. Обалдеть. Ну ладно. Дракона отпускаем и меняем точку. Ребята, есть рыбешка. Но, похоже, опять мелкая, зараза. Но зато сопротивляется на дальней дистанции неплохо. О, наши старые друзья. Да, но это, конечно, это не зачет. А отпускаем. Ладно, ждем дальше. Взгляните, какая красота. Это одно удовольствие просто рыбачить вот на фоне вот такой вот красотищи. Обалдеть. Великолепнейший пляж. О! Видели? Видели, какая была поклевка? И вот так вот долбит рыба, представляете, не попадается. Офигеть вообще. Просто красотища. Так, есть кто-то еще. Оп, ого. Черненький какой. Смотрите. Елки-палки, ведь это же группер, а? Смотрите, маленький, какая пасть огромная. Но где? Где же большие групперы, а? Ну, такого мы тоже жарить не будем. Естественно. Отпускаем красавчика. Фух, ребят, клюет постоянно. Креветку объедает тоже постоянно. Уже наживка заканчивается. Но каких-то солидных экземплярчиков я так и не выловил. Вот, думаю, сейчас еще пару раз закину. Если не проклюнется, то пойду вон туда, вон. Да, на камушки красивые. Вот, у меня есть одна рыбешка. Пожарю ее. Я лучка с собой взял. Все равно хорошо, хоть попробую. На вкус, так сказать.
Вот эта вот мелочь, которая живет между камней. Вот. А так уже начал ловить в отвес просто, даже не в заброс. Потому что над камнями рыбы, в принципе, больше всего. Вот. Но если в заброс, то грузик зажимает там между камней, и все, и обрыв. Уже несколько оснасток оторвал. Вот. О, смотрите. Только... О! Смотрите, только опустил, а? Обалдеть. Как говорится, в прямом эфире. Блин, сопротивлялся так хорошо. Ой, не сойди. Ух, дружище, давай. О, прямо на меня упал. Смотрите. Ребята. Какая рыбеха. Симпотная. Смотрите, усы какие у нее. Вообще похоже даже на барабуль, но это не барабуля, нифига. Вот. Но это мы тоже берем. Вот. Сейчас еще пару забросов сделаю и пойду пожарю рыбешечку. Вот. Вам заодно покажу, как все это можно на газовой горелочке красиво, быстренько заварганить и очень вкусно. А? Видите? Бомба. Да, красавчик. Так, ладно, смотрите дальше. Ребята, опять только опустил. Сразу долбануло. Но сейчас уже глубина 12 метров. О! Рыбка покрупнее пошла. Так. Смотрите. Какой красавчик. Ну, вот это вот тоже пожарим. Ну, прикольно, что, конечно, с увеличением глубины, но надо ловить, чтобы лодочка проходила над камнями. Вот. Если лодка идет над песком, то, к сожалению, чаще всего впустую. Ну ладно, сейчас еще вот разок попробую. Смотрите, какой хлебало у него. Отдай креветку мою, господи, последние креветки. Спас креветочку. Так, и смотрите, какие куски глотают. Это дело не в размере наживки. Дело в том, что они очень хитрые. И их много. Кого-то мне это напоминает. Вот, ну ладно, прикольно. Главное, что рыба клюет. Поклевки частые. Но не везде. Еще раз повторюсь, на песке поклевок нет. Ну там, кстати, попадаются какие-то такие шальные стаи. Но одну рыбку достанешь и все. Потом уже на нее сложно попасть. Вот. А вот в камнях вполне себе неплохо. И все, вот так вот опускаю просто вниз до самого дна. Один оборот катушки делаю, чтобы там в камне не зажимало. Вот, и играю. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот. Раз, оборот. И вот так вот. Часто бывает, что прям на падении. То есть, когда опускаю приманку, прям чувствую, что там кто-то уже дергать начал. Вот, само собой подсекаю, шпулю закрываю и вываживаю. Смотрите, я сейчас причалюсь к этому бережку. Вообще просто обалденно. Прям крабы бегают. Офигительно. О, сейчас здесь рыбку пожарим вон на этих камушках, на плоских. Или вот на этом. Ну, сейчас поднимусь, определюсь. Ну разве не рай, а? Просто посмотрите. Какая красота вокруг. Скоро будет заход солнца. Я думаю, мы его, может, даже с вами вместе и встретим. Ну вот, смотрите, у меня вот такая вот горелочка. Она, конечно, не самая маленькая. Вот, но я разные пробовал. Остановился на этой, потому что все-таки она более удобная. У нее широко раскрываются ножки. Вот, и поэтому очень качественно держится сковородка. Вот, видите? Даже если присутствует ветерок, нет боязни, что что-либо с нее упадет. Вот. Так вот поставил. Все, отлично, сейчас только поверхность, правда, не найду. Ну, такой маленький баллончик, совсем маленький. Ну, а зачем таскать больше? В целом, один раз приготовить еду вполне себе достаточно. Вот, и вот оставшийся у меня получается набор вот такой вот сумочки. Здесь у меня походная сковородочка. Сразу губочка помыть. Тут лучок, чесночок, помидорки. Тут у меня масло. Немножко уже, кстати, подтекло. Тут у меня соль, нож, вилка. Так, ну рыбы у нас немного, сковородочка маленькая, вот, поэтому 2 небольшие луковички будет вполне достаточно.
Давайте мешать. Ребята, и это все для меня. Вообще просто великолепно. Ну, так как рыбка мелкая, я сразу все положил. Если бы рыба, конечно, была покрупнее бы, то лучше вначале положить рыбу, с одной стороны ее прожарить, вот, а потом уже доложить вот эту вот поджарку, да, и рыбу дожарить. Вот. Так будет гораздо правильнее. О, все уже. Вы посмотрите, какой кайф, а! Я вот сейчас вот на берегу Андаманского моря вот эту рыбку как стрескаю. Ребята, когда рыбу жарите с лучком, с чесночком, с помидорчиками, вот, вы не забывайте вот так вот ее накрывать. На одну сторону перевернули, да, и накрыли ее лучком, чесночком. Тогда она соком пропитывается и получается просто офигенная. Офигенно. Так, пробуем. Ребята, нормалек. Отлично. Ну, чешую, конечно, лучше чистить. Вот, у меня просто немножко времени ограничено. Я поэтому не стал. Ребят, просто офигенно. Вообще, такой свежак. С поджарочкой. Прям просто бомба. Ну-ка еще раз. Офигительно. Офигительно. Жарьте рыбу обязательно с луком. Я вас уверяю, так гораздо вкуснее. Ну-ка еще попробуем. Ребят, забыл вам пожелать приятного аппетита. Присоединяйтесь. Ребят, я попробовал все 3 рыбы. Их объединяет только одно. Они все вкусные и очень нежное мясо. В общем, то, что надо. В следующий раз я буду знать, что надо сразу идти в места, где много камней. Там рыбы больше. И надо, конечно, идти на рыбалку с утречка. Ну, это всем известно, но я, как обычно, пока все вещи собрал, вот, пока все подготовил. Офигенно. Пока вышел, в общем, куча уже водных скутеров и так далее. Но сейчас до сих пор гоняют. Понятное дело, что крупная рыба у берегов держаться не будет. Вот. Но с ночи она заходит, и утром она еще, как правило, в прибрежной акватории ищет себе какую-то еду. Вот, поэтому я теперь опытом научный. Сейчас попробуем с самого утра. Ребята, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вот на фоне вот такой вот красоты сейчас буду собираться и двигаться в сторону дома. Солнышко потихонечку уже садится. Сегодня облачно, но вот его слегка, но заметно. Вот. Всем здоровья, счастья, до новых встреч. Вот. Я надеюсь, что в ближайшее время я закончу подготовку катера, закончу покупку снастей, вот, и уже смогу вам показать, как на большом круизном катере выйду в открытое Андаманское море, вот, и половим с вами тунцов, вот, половим джиггинг, попробуем половить марлина, селфиш — это парусник, вот. Ну, тут куча рыбы, махи-махи и так далее. Вот. Все это вы увидите в следующих видео. Вот. Еще раз спасибо, всем пока.